Добрый день, уважаемые коллеги. Я записываю версию доклада, который был прочитан 10 июня на Российском нумизматическом конгрессе, организованном проектом Zino.ru и музеем Международного нумизматического клуба. Так как записи найти, зумовской записи, не удалось, я делаю повторную запись для коллег. Пользуясь повторным случаем, я еще раз хочу поблагодарить организаторов Конгресса. Это действительно было значимое событие, не только для российской нумизматики, но и для мировой нумизматики. Было прочитано большое количество высокопрофессиональных докладов по проблемам европейской, восточной, азиатской нумизматики. Ну и вот как бы мой скромный доклад также хотел добавить к общей копилке. К сожалению, зарубежные исследователи достаточно редко обращают внимание на территорию Приморского края в призме монетарной политики средневековых государств. Отечественных исследований пока еще крайне мало. Работа коллег с ресурса, с проекта Zino.ru не просто важна, она крайне необходима, и я призываю всех моих товарищей, способных пополнить эту базу, присылать свои изображения монет и пополнять ее редкими находками и интересными объектами с территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области. В общем, нашими дальневосточными находками. Итак, монеты династии Тан в средневековом денежном обороте на территории Приморского края. Почему исследование нумизматического материала Приморского края необходимо? Это автономный регион на границе ключевых для Тихоокеанского мира культур. Он сохранял собственную государственность на протяжении почти 6 веков. Населявшие его народы успешно развивались рядом и в составе становившихся и угасавших империй. Приморье – это идеальная площадка для изучения средневекового фронтира, в том числе через призму нумизматики. Территория Приморского края издавна привлекала внимание соседних государств, однако холодный сырой климат побережья, изнуряющая жара долин, дикая тайга и воинственные местные жители племена Махе препятствовали экспансии. Первым известным нам государственным образованием, действительно освоившим значительную часть Приморья, принято считать королевство Бахай. Конец VII, и просуществовала она почти посередине, на самом деле, по конец первой четверти X века. Объединившее несколько этносов, данное государство противостояло экспансии Танской династии, а позже попало под ее культурное влияние. По сей день история возникновения и причины упадка Бахай вызывают международную научную дискуссию. Одно практически очевидно. Местность, где Дауи укрепился и основал свое государство, находилась в бассейне реки Туманная, а не севернее, как полагали ранее. И в нашем исследовании это отправная точка и важное географическое указание. Ведь Краскинское городище, о котором мы упомянем далее, расположено недалеко от границы по реке Туман. Государство Бахай просуществовало 128 лет и было покорено империей Ляо. Население региона попало в вассальную зависимость к киданям. И, кстати, о леосской нумизматике и монетарной политике известно чуть больше. У киданий, по крайней мере, была организована отливка собственных монет, о чем регулярно рассказывают коллеги с проекта Zino. Впрочем, о сколь-либо значимом присутствии леосских монет в Приморье говорить не приходится. Подлинное изобилие монетного материала династий Тан, Сун и Цзинь, конечно, приходит с периодом существования Анчунь-Гурунь, государства Джурджени, Золотой империи, в состав которой также входил в качестве одного из округов наш Приморский край. Многие приморские археологи приписывают это периоду существования провинции Хулигай, полуанклава Донджен, Восточная Ся, это 1215-1234 год примерно, созданного под монгольским патронажем цзиньским военачальником Пусянем Ваньну. Однако датировать каждое поселение, где находят цзиньские монеты именно автономным периодом Восточная Ся, некорректно. Поэтому мы говорим об общем времени Цзинь Восточная Ся. Гипотеза о монгольских военных поселениях и гарнизонах Приморья пока не нашла своего материального подтверждения. Таким образом, нас интересует период с конца VII по середину XIII века. Процесс научного познания – это череда простых шагов. Поэтому факт находок средневековых монет на территории Приморья, он не вызывает вопросов. Однако, когда речь заходит о природе торговли между жителями региона и соседями,
о внутреннем обмене, нам не ясен ни характер товарно-денежных отношений, ни ценовая политика. Письменные источники о деталях такой торговли нам неизвестны. Собирая и обрабатывая материал о нумизматических находках средневековых монет в Приморье, мы делаем предположение, что находимые на территории края монеты использовались именно в качестве денежной массы. Как понять разницу между наличием и отсутствием монетарной политики в регионе? Ну, очевидно, по наличию и приросту монетной массы среди находок. Нам необходимы объективные индикаторы. Объем и разнообразие монетной массы. Для большей валидности исследования какая-нибудь конкретная монета, которая присутствовала в регионе во всех временных периодах. Для большей надежности и глубины исследования наша монета, неплохо бы, если бы обладала признаком, позволяющим проследить, если не маршрут, то хотя бы начальную и конечную точки своего пути с монетного двора до места находки в Приморье. Это делает Кайюань Тонбао, известную, популярную, часто находимую в Приморье монету, практически идеальным кандидатом. Монеты предшествующих династий не редкость в Приморье. После 621 года их обращение в Танской империи было ограничено, даже запрещено. И неудивительно, что некоторые из них оказались на фронтире. Почему бы не засунуть в связку несколько отмененных запрещенных монет и торговать с северными варварами. Монеты в 5 шу нередко находят вместе с монетами Цзинь. Скорее всего, они попали на территорию провинции Хулигай вместе с основной денежной массой. Особняком стоит обломанная монета в 25 шу из окрестностей Новонежина. Вот она демонстрируется здесь на экране. И несколько банлянов, которые также редко, реже, чем 5 шу, находят на территории Приморья. Это одиночные находки. Системного присутствия этих монет в Приморском крае не зафиксировано. Они встречаются значительно чаще монет Ляо, но и примерно в 100 раз реже монет Тан. Поэтому перейдем, собственно говоря, к главному персонажу нашего доклада. Начало отливки Кайюань Тонбао в Танском государстве принято относить к 621 году или 4 году эры УД, правления императора Гаодзу. Нельзя сказать, чтобы эта монета была уникальна во всем. Практически каждая ее черта заимствована у предшественниц. Однако именно комбинация технологичности производства, обработки отливки, обозначения, собственно, платежного средства на монете, указание на период отливки и четкая весовая норма сделали Кайюань золотым сечением азиатской нумизматики на 1500 лет. А радикальная неприязнь к буддистам со стороны императора Удзуна, ставшая в 845 году причиной появления хучаньских монет с иероглифом на реверсе, дала нам еще и географический маркер. Не самая красивая или качественно изготовленная монета Кайюань Тонбао стала вездесущей и узнаваемой и позволила танским императорам изменить баланс бартерной торговли в пользу монетарной. По сути дела, Кайюань Тонбао стал 34-кой монетарного оборота в раннем и в средневековье на территории всей Юго-Восточной Азии, частично Средней Азии, известны многочисленные подражания. Эта монета была проста, узнаваема, понятна и технологична. Все-таки вернемся в Приморье. Итак, конец 7-го, начало 8 века, округ Янь, государство Бахай на территории Приморского края. Это сотни жилых мест, от одиночных усадеб, храмовых комплексов, крестьянских поселений на несколько домов, до полноценных городов. Возьмем, к примеру, один из самых известных средневековый город Янчжоу, Краскинское городище. Торговый порт, морские ворота, административный центр, находки якорей на дне в районе Краскина, знаменитое место, 12 гектаров площади, множественные находки керамики, привезенные издалека, предметов быта, культурных артефактов, кстати, включая доску для настольной игры и фишки для нее. Действительно, жилое место, активная торговля и одна монета династии Тан за годы археологических раскопок. Это типичная ситуация по нумизматическим находкам для археологии Бахая.
Несмотря на факты добычи золота и серебра в качестве товарных ценностей, что было обнаружено и доказано в исследованиях Татарникова, бахайцы так и не оценили преимущество танской монетарной политики, и монеты были в их обиходе диковинками, возможно, просто амулетами. Согласимся с Евгенией Ивановной Гельман, бахайцы не использовали монеты в качестве платежного средства. Они не выработали собственной монетарной политики, не успели развить экономику, способную противостоять внешнему давлению. Хотя нужно отдать им должное, это действительно было первое государство, сумевшее освоить и цивилизовать нашу приморскую территорию. Затем пришло Ляо, но не изменилась ситуация в период вассальных отношений с киданиями. Если сопоставить число находок леосских монет с количеством кайюаней у бахай, сравнение будет в пользу последних, кайюаней больше. Но ситуация меняется с укреплением племенного союза джурджений и образованием ими собственного государства в 1115 году. Ирония судьбы. 900 лет спустя, в 2015 году, на поле около села Покровка Приморского края, местные жители в ходе полевых работ обнаружили распашку монет с квадратными отверстиями. Общая численность собранных монет, со слов, достигала 4000. Там были как монеты малого достоинства сяопины, так и крупные. Монеты дарили, продавали, теряли. Может быть, даже сдавали на металлолом. Продавали туристам. В любом случае, когда нам стало известно о находке в 2019 году, удалось получить лишь 767 оставшихся монет от комплекса, который мы назвали Покровская распашка. Данный комплекс содержал монеты Тан, Северный Сун, одну монету Цзинь, Джанлунь Юаньбао. И даже несмотря на неполноту комплекса, можно оценить долю танского материала. Обратите внимание, на данном слайде верхняя строчка это Кайюань Тунбао, доля кайюаней в принципе равна доле любой другой династийной монеты с одним конкретно взятым няньхао. Конечно, да, по императорам тут объемы несравнимы, но вот как бы монета с одним няньхао вполне кайюань сопоставим. И такое распределение, а это практически 7%, 6,8% от общего числа, такое распределение сопоставимо, например, с найденными в 2010 году в Цзиньяне кладом в 432 монеты, из которых 411 было периода Северный Сун, а 21 монета Кайюань Тунбао. Пропорции соответствуют в кладах, которые найдены на территории Китая и у нас. Включенная в состав Покровской распашки монета Джурджени означает, что данный массив был сформирован как минимум после 1158 года нашей эры, но в действительности, скорее всего, гораздо позже. Как мы знаем, основной цзиньский монетный материал в Приморье это даже не Джинлун, а Дадин Тунбао, это уже 1178 год. В общем, можно предположить, что по объективным данным, да, это 1158 год и далее, но, скорее всего, начало 13 века, период формирования этого клада. И это, по имеющейся у нас информации, не единственный крупный монетный клад, найденный в Приморье за последние 10 лет. Это лишь то, что нам удалось заполучить для исследований в относительной полноте. По скромным оценкам, в течение года на полях Приморского края в ходе сельхозработ, при раскопках археологических памятников, при размыве рек находят более 1000 средневековых монет. Причем это достаточно скромная оценка. Учитывая объемы находок, относящиеся к периоду Цзинь Восточная Ся, можно сделать предположение о существовании как минимум смешанной товарно-монетной торговли на территории Приморья и притоке монетного материала из центральных районов Цзинь и Сун. Кстати, известные находки южно-сунских монет, о которых мы обязательно еще расскажем когда-нибудь, подтверждают факт их оборота на территории Приморья вместе с основной монетной массой. Хотя их, конечно же, меньше, чем северосунских. Меньше, чем кайюани значительно. Откуда пришли все эти монеты в Приморье? Здесь нам опять поможет Кайюань Тунбао. Как отмечает Пенсенвейн, монеты периода Хуйчань, это 845-846 год нашей эры, в основном обращались в тех регионах, где были изготовлены. И встречаются на примере клада из Динчжоу в провинции Хэбэй в среднем в 30-35 раз реже обычных кайюаней.
По нашим наблюдениям, среди находок в Приморье один хуйчанский каюань встречается в среднем на 50-70 обычных. Полученные нами за 15 лет сборов материалы по монетам этого периода позволили сопоставить места производства и места находок. По некоторым маркерам монетных дворов дискуссия идет до сих пор, поэтому, чтобы не ввязываться в нее, в качестве базы для сравнения мы воспользовались картой и трактовкой маркеров Дэвида Хартила. Обратите внимание, слева расположены монетные дворы, а справа места находок в Приморском крае. Естественно, и то, и другое с учетом масштаба достаточно приблизительно, но мы можем видеть основные центры производства монет располагались в центральных провинциях Китая. Ну, мы видим, что еще монеты с иероглифом Хон с чуть более южной части, но все остальные вот как раз идут по центральному периметру. Мы не знаем, при каких обстоятельствах были получены эти монеты, но об этом чуть позже. Получается, что основная масса монет периода Хуйчань, появившаяся в Приморье во времена Цзинь и Восточной Ся, происходит из провинций Китая Хубэй, Хэнань, Цзиньсу, Шэньси. Это иероглифы Хон, Сянь, Син, Лю и другие. При составлении данного доклада мы не пользовались неразличимыми и спорно идентифицируемыми маркерами, однако, по нашей оценке, все они укладываются именно в эту определенную нами географию. Как я уже сказал, мы не знаем, откуда пришли эти монеты в Приморье. Возможно, какая-то часть их пришла в результате торговли, часть просто как необычные диковинки издалека, часть вместе с беженцами с Ляодунского полуострова в период Восточной Ся. Однако начальная и конечная точки маршрута, как мы видим, определены. И, как мы понимаем, маршрут предполагал достаточно сложное и далекое путешествие из китайских государств через Манчжурию, которая на тот момент являлась ядром дзиньского государства, на территорию Приморского края. Следует также упомянуть и другие выпуски монет Танской династии, встречающиеся в Приморье, но не игравшие сколь-либо заметную роль в обращении. Нам известен один случай находки монеты каюань из серебра, но это скорее донативная или памятная монета, а возможно изготовленный позже амулет. В окрестностях Ананьевского городища была найдена монета Шунтянь Юаньбао, соратника Анлушаня Шисимина, это танские повстанцы, использовавшаяся скорее всего в качестве личной или семейной реликвии или амулета, о чем говорит добавленное позже отверстие со следами ношения. Вы могли видеть эту монету на первом слайде, слева она была такая достаточно крупная и заметная. Достаточно регулярно встречаются монеты Цянь-Юань Жонбао, в соотношении приблизительно 1 к 20 каюаням. Также известны единичные случаи находок монет Дали Юаньбао и Цзяньчжун Тонбао на северной границе Приморского края и Нанайского района Хабаровского края. Таким образом, коллеги, оборот монет Танской династии на территории Приморья происходил в период существования государств Цзинь, Восточная Ся. Был в основном представлен именно монетой Каюань Тоньбао, что и видно по географии находок, по объему находок. И остальные выводы позвольте уже не озвучивать, так как они прозвучали в ходе нашего доклада. Хотелось бы добавить, что понимание и интерпретация монетного материала, конечно, они требуют дисциплины и не допускают спекуляций. Вызывает сожаление, что при подготовке специалистов по истории и археологии Дальнего Востока ничтожно мало внимания уделяется нумизматике как научной дисциплине. И я надеюсь, что со временем это упущение будет исправлено, и мы сможем бережно, компетентно подходить к данному материалу, потому что каждая подобная находка значима, и если бы нам удалось собрать полную статистику о находках монет по династиям, по местам находок, возможно, мы бы узнали очень много историй о средневековой торговле, о путешествиях и о приключениях этих людей. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Ну и, соответственно, под данным видео готов ответить на ваши вопросы. Всего хорошего и доброго дня.